Привет! Привет, друзья! Вы на нашей кухне после программы «Большая переделка». Она стала такая просторная, что мы теперь вдвоем влезаем в экран. И мы решили, да, прямо расширить наши кулинарные горизонты и приготовить сегодня очень любимое блюдо многими. Да все гораздо Всей проще. семьей. Все гораздо проще. На самом деле лень и неохота месить тесто, а тут много ручной работы. Мы хоть и достали тестомес. Да прям В общем, там я ручная занимаюсь работа. тестом, Лена начинкой, мы делаем хинкали. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы видеть все наши новые рецепты. Ну, ставьте лайк, если вам все понравилось. И вообще, любые ваши комментарии, лайки поддерживают наш канал, вселяют нам веру в будущее. Да. И мы И творим вообще, дальше. если мы сегодня на одну камеру не поругаемся и не потеремся, то обязательно поставьте лайк. У нас две камеры, и еще у нас телефон. Какие-то крупные вещи мы будем снимать телефоном. Ну так, между делом что-то Обычно Олег подснять. стоял за камерой и следил Да, за всей да, аппаратурой. да, сегодня необычный день. Опять же повторюсь, потому что кухня стала большая, просторная, и нам теперь здесь места хватает. Начинаем, рассказывай про рецепт. Ну, для начала нужно приготовить тесто, потому что оно, Олег, должно дозреть. Рассказывай, что мне делать. Ну, высыпаешь муку, соли в Сколько? перчатках. Ну, соли, пока я скажу. Я не люблю соленую. А тесто нужно обязательно солить. А. Это качество теста. А сахар? Сахар мы не добавляем. Чтобы дрожжи поднимались. У нас дрожжей же нету, Олег. А, это ж не пирожки, это бездрожжевое тесто. Так, 2 яйца, и что дальше? Все? немножко ледяной воды сейчас. Вот сюда ледяную воду Ледяная делается. вода прямо из морозилки, вот она у меня очень холодная. Но мы добавляем буквально пару столовых ложек. Больше не Чтобы надо. замесилось. Да. Я, кстати, соли мало добавил. на Тесто самом у деле. нас должно быть прямо тугое-тугое. Лена, а из этого теста еще какие можно Ой, лепить вещи? Слушай, ну, в принципе, это, конечно, пельмени. Это обычное пресное тесто. Это пельмени, это вареники, это манты. Это пресное тесто, но все эти изделия, они все равно отличаются тем или другим. Нам для хинкали нужно приготовить очень плотное, эластичное тесто, чтобы когда мы будем их употреблять, да, драгоценный бульон не потерялся. Вот что нужно, понимаешь? Мешочки, да, с бульоном и мясом. А масло не надо добавлять? Нет, ты Нет? что? Конечно нет. Но оно суховатое, кажется. Может, А мы воды сейчас еще? посмотрим, я посмотрю, может быть, чуть-чуть воды добавим еще. Все-таки самое главное в любых, в пельменях, в хинкали, в чебуреке, это не тесто, это начинка. Мне кажется, главное, Олеж, это все вместе. Вот Да, как, нафиг. например, что главное в семье? Муж или жена? Муж. Конечно, муж. Да, Да. муж это голова, а Да. жена это шея. Добавляй воду Если- мало. Но по граммам воду не добавить, потому что мука разная всегда. Мука у Да? всех разная, да. Ну, я начинаю так по чуть-чуть и смотрю. Мы вам покажем консистенцию теста. Но вот, на мой взгляд, уже все, больше не надо. Да, да, я тоже вижу, оно пошло слепляться. Сейчас сниму для вас, чтобы тоже видели. Понимаете, когда лепите руками, все это гораздо дольше, и мы очень долго не снимали никаких рецептов с тестом, пока у нас не появился тестомес. Вот этой машинке лет 5-6, она у нас дома, да? Ну, нужно было поставить большую машину. А я, Но она бы видишь, нас тогда заслонила, да. и вообще бы мы за ней Та спрятались. вперед вообще тесто. Я взяла малышку нашу уже старенькую. Чем отличается большой и маленький Кенвуд? Мощностью, да, как ни странно. Ну еще. Насадками. Они друг друга взаимозаменимы, кроме вот этого нижнего, там чаша А больше. все, Олеж, готово. Готово? Всё, Ну, кому сейчас готово. чуть-чуть еще. Но самое главное, отличается тем, что та машина еще нагревает снизу, там есть индукция, и в ней можно готовить блюдо. Почему-то мы это ни разу не снимали. Слушай, но многие вот такие вот насадки, они подходят и на то, и на Взаимозаменимы другое. полностью, Да, да. все, давай. Нужен пакетик. Теперь нужен пакетик и не орать. Да, о, в ушах тишина, вот. так кайфово. Видите, я, в принципе, подготовила муку на подпыл, но она может и не понадобиться. Мы сейчас это все дело чуть-чуть подмесим. Доставай вот здесь пакетики. Я до сих пор не знаю, где что лежит в нашей кухне. Ну вот. Тепло рук все-таки мы тесту передадим. И любовь, конечно. Ведь без любви, Олежка, не получится Ой, ой, вкусный. ой, ой, ой. Вот. Можно такую подкатать колбаску. Погоди. Ну, мы сделали тесто в машине, и, собственно, в машине мы его потом и будем раскатывать вот такой вот раскаткой. Погоди. Вот смотрите, мы убрали пакетик, чтобы клейковина там дозрела, чтобы оно у нас дошло. И тем временем давай приготовим фарш. Да, а Фарш, я кстати, там тоже много тем секретов. временем насаживаю секретную насадку. Еще рано. Ну, мне нравится. Опа, вот.
На ней я позже буду раскатывать тесто. Все, можем делать фарш. А где фарш? Я думаю, ты его достала размораживаться. У нас очень секретный фарш по секретному рецепту. Я сейчас выдам все секреты, Лена меня уроет. Ничего подобного. Мы покупаем собаке обрезь и выбираем из нее хорошие кусочки и делаем из них фарш. Но зато у нас собака питается с рынка. Нет, самый вкусный фарш для хинкали или пельменей — это не обрезь, Олег. Пашина. Это пашина, да, говяжья пашина и почеревок свиной, потому что пресс, Олежка, пресс у нас Ты меня со свиньей сравнила? самая плотная часть, которая работает... На себе не показывай. На себе не показывай. Фарш мы добавляем пополам свинину и говядину, но если вы добавите именно почеревок и пашину, то будет супер-супер вкусно, и особенно будет вкусен бульон. Что мы добавляем в фарш? Еще мы добавляем репчатый лук, который раньше я пропускала вместе с фаршем через мясорубку. Вот. А опытным путем я поняла, что лук, чеснок лучше измельчить в кашицу в блендере. В катере, кутере. Можно в блендере, можно в катере, можно в кутере, можно на терке натереть даже. В принципе, если у вас таких нету штук, гаджетов, можно натереть на терке. Причем на это количество теста нужно примерно где-то килограмм фарша, если вы хотите мясные. Ну, а вы видели А у пару нас лука. будут очень острые. Нет, я не хочу очень острые, потому что Маша не ест очень острые, мы же для Маши А готовим. Маша говорила, любит острое. Ну, Ну, тогда я семечки убирала. Понятие убрала. острое, вот там остались семечки. Ничего вон они. страшного. Мы Нормально. что делаем, тайскую кухню, что ли? Почему? Это нормально. Ты где-нибудь ела в Грузии Они острые? везде добавляют Чуть-чуть. 2 перчика. 2 добавляют. Я добавила 1. Не знаю. Не знаешь, значит, вот. Хорошо, перца мы чуть-чуть уменьшили. Чуть-чуть уменьшили. Все. Чего, пробиваем? Чуть-чуть водички. А зачем водичку? Легче пробьется. Ага. На, пробивай. Для пробивки нам надо вот это заднее гнездо и что, в кашицу пробить? Просто? Кашу, ну. В кашу. Запах чеснока, лука и перца. Фу. Ты сейчас заплачешь. Вот эта каша, она дает дополнительную жидкость, но мы будем смотреть дальше, что у нас получается. Ну вот я опытным путем поняла, что лук с перцем, с чесноком лучше измельчать. Хинкали получаются более сочные, а самое главное, многие не любят, когда кусочки лука попадаются. Я наоборот Или люблю. чеснока. Ну, мы не для тебя же делаем. мы Я не делаем люблю для как ребенка. кусочки перца, хотя я люблю острое. Вот. Нонсенс. Ну, видишь, кусочков перца не будет. Не будет. Что мы сюда все будем мешать? Я Нет? вручную измешаю. Для фарша, понимаешь, Олег, тут важно максимально... Слезы. У тебя тоже? Лучок такой. Нам нужно максимально много добавить жидкости, то есть ледяной воды. Вот к этому пюре луково-чесночному, да, мы будем смотреть, как фарш будет впитывать воду. Чем фарш больше возьмет воды в себя, тем они будут более бульоном. сочными. Да. То есть бульон берется именно из-за влаги. Ну, слушай, это слезы из глаз. Я не знаю, как Лена это терпит. Холодную воду мы наливаем, обязательно она должна быть ледяная. Вот. Видите, у меня тут со льдом даже. У меня бабушка в детстве, она в Сибири, лепила пельмени и всегда наливала туда лед молотый клала. Давай я помешаю, не могу на это смотреть. Бабушка клала лед, а потом мы с Леной попали в китайский или сингапурский ресторан Дин Тайфунг. А что, лед тоже Да оставили? он уже растает. Растает. И вот там мы нашли секрет пельменей. Как они, димсамы называются? Помнишь, как называют? Да. Какие-то там китайские пельмешки, они с бульоном внутри, и они замороженный бульон добавляют. И вот с Давай, хинкали... интенсивнее то мешай. есть его надо вмешать. С хинкали это тоже работает. Кстати, уже чеснока нету, первый удар на себя Лена взяла. Давай, тесто. Ой, тесто. Пока тесто там дозревает, мы сейчас это все делаем. Обалдеть. То есть мясо, оно впитывает жидкость. Да, оно впитывает эту... А почему холодную? Чтобы оно осталось холодным, не было теплым.
теплое потом в тесте не слепишь толком, да? Ну, оно в холодном виде лучше как бы жир схватывается, и фарш более плотный получается. То есть прилепки нам нужен плотный, а потом, когда варится, надо, чтобы вот этот весь бульончик вышел. А почему бульон не добавить? Кстати, соль-то не добавили. Да, кстати, замороженный бульон мы как-то делали. Он лучше тоже даже очень будет. хорошо, да. Ну, вот не знаю, кстати, если нас смотрят грузины, рассказывайте свои секреты. Вот пока с нами поделились два грузинских Миша и повара. Миша. Вот Марина из Питера рассказала нам секрет своих хинкалей. Здесь от них половина чего-то будет, наверное, да? Да, мы, в И- принципе, специй немного же добавляется. Немного. Главное лук, чеснок и чили. Вот, то есть черный перец и красный. Но еще добавляются травы. Грузины очень любят разные травы Вот добавлять. чего нет в Москве, это хороших специй грузинских. И то, что мы привозили с Тбилиси, земля и небо по сравнению с тем, что Это вот покупали я здесь. еще красненький перчик, вот немного вот так. А там у них эти уцха сунели, хмели Нет, хинкали сунели. это не Не, я добавляется говорю про ничего. наборы специй грузинских. У нас здесь нет таких. Нет, почему? Можно все Ну, они купить. вкусные. Они уже выдохшиеся. Хотя и там они, честно говоря, на улице вроде россыпью продаются. Слушай, нормально. Ну-ка, погоди. Да, сниму видео, что вся вода ушла. То есть, видите, месили. И вышел просто такой густой фарш. Он даже не жидкий, он густой. Хотя туда влило больше литра, наверное, да? Нет, пол-литра где-то. Пол-литра было. Ну, то есть вместе с фаршем, вот если у вас килограмм фарша, то должно быть вместе с жидкостью с луком, это тоже где-то около литра жидкости, вот пюре и воды. И он, в принципе, все забирает. Ох, да. Но может быть больше, может быть меньше. Это все равно зависит Ну, от от мяса, от давления, Ну, температуры. я бы даже еще добавила водички. А у нас нет ледяной больше. И еще нам нужно будет добавить сюда зелень. Надо пробивать, Олег, мешай. Сюда? Нет. Руками. Зачем вот этот рабский труд, если у нас есть машина за много Ну, тысяч возьми, рублей? промешай там. Да. Ну, на самом деле, я сегодня говорил, Лена взяла меня в рецепт. Для чего? Чтоб я месил. Я-то думал, что я только тесто месить буду, а она Вот меня у нас еще и на зелень. фарш поставила. Обязательно нужно добавлять кинзу. Ну вот да. прям обязательно. Если Да. у вас есть синий базилик или ореган, да, тоже Орегано. хорошо. Петрушка хорошо. Грузины добавляют всю зелень, которая у них есть сегодня на столе. И мяту добавляют, и укроп, кстати, добавляют. Да? Да. А можно переместиться, я зелень нарублю. Давай, я тут помешу пока. У меня петрушка, кинза. Эта зелень дает не только вкус, она еще дает сочь. На одну хинкалину идет одинаковое количество теста и фарша. То есть, если брать классический вариант, это 30 грамм теста и 30 грамм фарша. То есть килограмм теста, килограмм мяса, так выходит? Ну, Начинки. Да, да. Но вообще в Грузии именно делают так. Например, делают хачапури. Делают. Пополам. Да, да. Вот тесто, если берется 300 грамм, то сыра в этом хачапури должно быть тоже 300 грамм. Двух сортов. Ну, разные есть хачапури. Вот. Но, как правило, они берут, да, такой типа кавказского сыра, похож на брынзу, а второй обязательно, конечно, сулугуни, то есть тягучий сыр. Мы, кстати, очень хорошо относимся к грузинской кухне, и любим многие блюда, и путешествовать по Грузии любим. Там Давай, очень вкусно. давай, Очень Олеж, вкусно в давай Грузии. фарш Давай, сюда. на. Вот, и что-то готовим, но когда мы это готовим дома, это не всегда грузинские блюда. Лена всегда что-то адаптирует, что-то добавляет, убавляет. Ну, мне нравится, вообще Да. очень нравится мне И- придумывать и- что-то. и- И готовить все время что-нибудь И в сети, другое. и в сети по-другому. появляется два вида комментариев. С одной стороны, люди начинают писать: я всю жизнь живу в Грузии, такого блюда нет. С другой стороны, появляются люди, говорят: о, спасибо большое, вы готовите что-то По-другому, свое, по-другому, да. но, наверное, Что-то тоже другое. вкусно, молодцы, что... Вот. Кулинария ж, она не может Так быть что и стоять на вот месте. интересный комментарий под этим видео. Нас будут поправлять, что мы что-то делаем не по-грузински, или будут говорить: о, вы внесли что-то свое в нашу национальную кухню. Поэтому надо дать хинкалям какое-нибудь громкое название. Не знаю, что это. Казбек. Да, два типа комментариев появляется. Один: зачем вы используете наше громкое красивое имя? А другие говорят: спасибо, что вы использовали наше громкое красивое имя. Видите, все люди делятся на тех, кто готовит,
И на тех, кто смотрит, как готовят. Так, ну что, Да, по-моему, готов. в принципе, готов. Но мне И чё? кажется, вот по соли еще. Ну, видишь, он какой густой получился. да, А да. сколько мы туда вбили воды? Ну да. Я удивлен, честно говоря, удивлен. Итак, я катаю тесто, а ты его лепишь. Так что ли выходит? Ну, причем, заметь, кастрюля с водой уже кипит. Мы их сразу варить? Ну да, потому что если ты закатал тесто, в тесто уже мясо, то получается оно, естественно, будет отсыревать. То есть мы Подожди. сразу на покушать слепим и сразу А. будем варить. Остальное уберем. вот слепил, сварил, слепил, сварил. Не получится, как с пельменями, заморозить, и потом получится. уже будут не те вообще хинкали. Они быстро размокают тесто. То есть мы сейчас на камеру слепим, съедим, а потом Маша придет и сядем есть все вместе. Да. Все, я понял. Ясно. Так что, Машенька, зря ты убежала. Нам же главное показать технологию, как Ну, слепить. Точно, я забыл. И Мы как же на камеру съесть. снимаем видео, я же забыл. Да, давай, все, хорошо, я готов. Тесто здесь. Так, машинку ставлю с единички. Но мы делаем тонкое тесто. Сейчас посмотрим, как оно эластично. Я думаю, да? что где-то надо будет на До пятерочки. шестерочку. На Шестерку. шестерочку, да. То Здесь, есть- смотрите, у этой машинки регулируется толщина. И когда катаешь пасту, вот тольятели мы на ней делаем, то доходим и до восьмерки, до семерки. И до девятки, по-моему, ни разу не доходили. На девятке очень тонкое тесто. Но начинается с единички. То есть ты его прокатываешь. Сейчас все увидите. Ну, нам-то нужно, понимаешь, чтобы у нас тесто было одновременно Тонкое? не очень тонкое. Мешочек не должен сильно Порваться. прогибаться и порваться. Вот это очень важный момент. Чувствуешь, Делаем вон сначала, оно, да, видишь, хорошо ни к рукам не тянется, хорошо. прилипает, Делаем ничего. лепешечку сначала. Почему тесту нужно полежать немножечко в пакете? Оно расходится. Вот эта вся клейковина, глютен, который так сейчас все не любят, он немножечко вот становится, ну, как назвать, эластичным, что ли, Эластичность, тянущимся. конечно. Это как клей. И вот сначала я прокатываю на самом толстом один раз. Видите, оно проходит все. На небольшой скорости начинаю. И теперь я его складываю обратно конвертиком и прокатываю еще раз на этой же толщине, ничего не меняя. А я вон, видишь, Олег, в принципе, приготовила муку на подсыпь, но тесто такое эластичное, что, в принципе, наверное, мука нам и не понадобится. Я, кстати, пойду добавлю соли. Начинаете лепить хинкали, сразу ставьте воду на плиту и солите. А я его сложил еще раз и последний, третий раз прокатываю на единичке. Уже можно скорость добавить. И теперь просто я каждый раз на одну ступень уменьшая, прокатываю еще разочек в длину. Двойка, сразу тройка. В общем, с машинкой с тестом работать одно удовольствие. Опять-таки, я так щепетильно делаю, потому что мы не дали тесту вылежаться положенные минут 40. Торопимся все для даже телевизора. части, да. Да. И на шестерке еще разок. Но вот меньше шестерки уже точно Уже не надо, да. Оно уже по толщине чувствуется как вполне подходящее. Видите, какая у меня уже метровая такая выходит. Опа, еще разочек на шестерке. Видели, я ни разу муки не добавил. А вот сейчас будем уже лепить, подпыливать, может быть, и придется. Ну, посмотрим, я думаю, что не надо. Кстати, не очень широкая лента вышла, и хинкали тоже выйдут, соответственно, не очень большие, да? Пока, да, можно выключить. Ага, раз. Тесто быстро сохнет, поэтому его особо долго с ним возиться не надо. Ну, вот смотри, смотрите. Смотрите, мне-то что, я 100 раз это видел. Нет, если, например, делать вот из такой пасты, да, вот, ну, вернее, из такой технологии, да. Если вы делаете, например, в классическом варианте, вы раскатываете колбаску, делаете шарики по 30 грамм и раскатываете просто шарики. Ну да, скалочкой Вот. ручную. Но тут вот очень важный момент в чем? Ну, где-то это вот примерно будет по 30 грамм. Я могу совершенно спокойно раскатать именно в прямоугольники или квадраты, потому что я все равно буду обрезать ножницами. Ну вот, я подглядела, очень удобно, кстати, я раньше складывала вот так на руке и защипляла. Сейчас я подглядела у одного грузинского повара, она использует именно для лепки мисочку. Вот И так из вот. квадратиков лепит. Да, да, из квадратиков. Но это я смотрю, эта мисочка, Большая. она большевата. Почему мисочка?
она не даст вот этому фаршу, который я сейчас туда вниз заложу, растечься. Ну, да. Я думаю, вообще какая классная штука. Вот сколько, да, живешь, столько учишься. Ну, вот я уже говорила, приблизительно одно количество теста и фарша. Вот закладываем. Ну и теперь вот самое такое важное, да, нужно слепить. Ну, считается, что 15-18 должно быть слоев. Мы вот так вот защипляем, защипав, да, лесенкой. И сразу мы один пальчик накладываем, второй пальчик у нас прижимает тесто. Тесто очень, кстати, хорошее, Олег, эластичное. Ну, я оно делал, прямо, да, под пальцем. Дело мастера оно... боится, конечно. Да, и вот. И вот. И в дальнейшем мы чуть-чуть стряхиваем хинкалинку и вот так защипляем. У нас маленькая, аккуратненькая вышла. Ну, это потому что я сделал узкую ленту. Если бы я сделал шире, ну, да, немножко то и миску бы побольше взяли, да. и слепили бы удобнее, пошире. конечно, из квадратиков. Удобнее с квадратиком? Ну, конечно. Ну, чем в руке держать на весу, Ну, да. да, да. Но вообще в любом случае, либо кружок, либо квадратик. У нас получилась лента такая немножко узковатая. Следующую Но сделаем это не шире. страшно, да. Вот. Главное, как начинаете лепить, нужно обязательно, чтобы вода уже была, кипела соленая. Да, у нас там на грани Так, булькает. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А надо 16. Ну, 15, 18 мастера как бы делают. У меня, видишь, что-то не очень красивые получаются. Надо Да нет, тренироваться. в экране смотрю красивый. Вот прямо встряхнуть вот так вот. Самое важное, доверию обрезать шейки. Делать обрезать. Я сегодня раввин в семье. Как там поговаривают, говорит, не ешьте кольца кальмаров рядом с синагогой. Почему? Господи. Говорил, не надо шутки Петросяна. Сам Не вот надо, шут- это не Петросян. А кто это? Это Нагиев шутил. Ну, вот смотрите, что выходит. Вот уже 3 есть, еще будет еще 3. Ну, мы вот эти уже, наверное, Ой, отправим. как хорошо-то. Ты меньше их трогай. Их не Я люблю. как раввин должен почувствовать, что резать. Так, мне нужны ножнички. Я не знаю, где они в нашей кухне. Вы в курсе, что у нас новая кухня? Здесь прошел ремонт. Ну, ты помнишь, Я как, помню, да? как, да, так, вершинку. Вот так, вровень, чтобы было все. Раз. Чтобы мы шеечку Да, оставили. чтобы было за что удобно держаться. было, да. И, собственно, вы помните, ради чего мы начали делать хинкали? Чтобы нашу дочку научить, как их есть. Ну, дочка будет вне кадра проходить мастер-класс, но мы всем тоже покажем. Потому что это очень важно. Очень важно не добавлять никаких соусов в хинкали. Все должно быть в начинке уже. Бульон должен быть в начинке. И я покажу, вот пока на сырой, пока Лена лепит. И, знаете, вот взяв вот за хвостик, за шапочку, повернув на бок, откусывают бачок и выпивают весь бульон. Вот в этом самый кайф. Пошлите варить. Вода. С солью или без? Я говорил, что обязательно нужно посолить. Посолить. Как следует. Как И вот следует. теперь по одной мы отправляем. Это вот процесс варки Можно? очень важен. Да, нужно раскручивать воду и по одной отправлять. Можно следующий? Да. Так, а телефоном надо снять. Телефоном снять, как раскручиваешь воду? Ну, как раскручиваю воду, ближний Лен, это все план. видно прекрасно. Там оттуда ты ничего не раскручиваешь. видно, кастрюль-то не видно. Ох уж эти кулинарные блогеры. Это ох уж эти мужья. Скажи, а у нас было 6 квадратиков, а я вижу 5 хинкалин. Ты уже одну съела? Сколько варить? 10 минут как всплывут. В смысле? Еще Ну, раз, то есть они по-русски. где-то, они должны вариться, в принципе, 10 минут. Но как всплывут, еще минутка и достаю. Но там еще будет одна очень важная фишка. Ждем, ждем, ждем. Ну чего, остался последний секрет? Это опять ледяная вода. Олег. Так, ледяная вода. Ну вот, видите, они всплыли. И, между прочим, почти в 2 раза увеличились. Что нам нужно сделать? Обязательно хинкалину сразу искупать в ледяной воде. Обязательно. Это будет супер хинкали. Они становятся именно такие, как немножко резиновые. И если вы боитесь, что они остынут, они не остынут за 2 секунды. Вот эти, которые я купаю их в ледяной воде. Ну, остывает наружная корочка, просто тесто перестает дальше кваситься, да? Да, да, оно перестает вариться.
Потому что если этого не сделать, тесто становится более таким, ну, клейстерным. Оно продолжает на тарелке вариться. А так оно становится именно контейнером, который можно кусать и выпивать бульон. И вот смотри, Олег, видишь, мешочки плотные, Да. они не деформируются. То есть, когда мы их возьмем в руки, они не будут изгибаться, и можно будет спокойно выпить сок. Супер. Всё. А под хинкали стопку положено? Ну, я не знаю, как тебя YouTube выдержит или нет. Это выдержит, конечно. Ну, единственная специя, да, Олег? Перец. Черный Перец. молотый перец. Перец. Все. Ничего другого. Я встречал людей, которые, заказывая хинкали, заказывают соус, там, чесночный, ткемалю. Ну, Забудьте людям об этом. нравится так. Ну, так есть можно, но это то же самое, что вы Какая в красота. борщ добавите майонез. Немножко дать остыть или будем прям обжигаться? Я пока дам остыть. Так, что у меня тут есть? Не подглядывайте в мою кухню. Да, Ты в одно лицо, что ли, это будешь делать? я не знаю. Тебе можно? Доктор разрешает? Можно, надо стресс снимать. Стресс. У Лены сегодня стресс. Она, видите, на кухне не привыкла, что кто-то ей помогает готовить. Слушай, Постоянно уходит из кадра куда-то. И говорит, если мы не разведемся сегодня, это будет успех. да. Для вас. Лена постоянно уходит из кадра и говорит, зачем ты снимаешь, я ушла из кадра. Я говорю, зачем ты уходишь из кадра? Второй вопрос. Потому что я Олеженька готовлю. Да, половинку, думаю. правильно. Много не надо. Мне. Ну что, хинкалинки у нас Ты готовы. расскажешь, как правильно нужно есть. Да расскажи ты, я буду есть, а ты рассказывай. Я боюсь, что они горячие еще. Они очень горячие. То есть мы берем хинкалинку, да, переворачиваем ее, чуть-чуть надкусываем, чуть-чуть. Ну, И остро. выпиваем лед. Ну, остренькая. И видите, она не деформируется. Вот Вот у это меня там. очень важный момент. Как стаканчик, но горячий. Ну, на здоровье. Давай, На с здоровье. почином. С почином. Отлично. Специи обалденно. Выскочила. Ой, какая вкуснятина. И вот хвостик оставляем. Говорю. Отлично. Ну, слушай, острее, чем в Грузии, но вкуснее. Вообще не состоят. И мы, кстати, сколько ели в Тбилиси, нам одна бабушка сказала, эй, деточки. А Лена опять убежала из кадра, она постоянно куда-то бегает. Сколько мы ели в Тбилиси, хинкали, одна бабушка нам подошла и сказала, говорим, а где вкуснее? Она говорит, разве в кафе вам в ресторане вкусно приготовят? Да. Они же там на всем экономят. Там и мясо попроще, и специи все уже на поток И поставлено. любви-то нет вот этой. Ну, про любовь это моя отдельная история. Но действительно, на потоке вы никогда не поедите вот таких вкусных, потому что мясо-то мы взяли. Вау, хорошее. Приготовили там. Видите, технология не очень сложная. Она... Что, еще по одной, что ли? Да? Это правда вкуснее, чем где бы то ни было. То есть домашние. Уже вот десяток таких сейчас легко бы съел. Да, самое интересное, мне кажется, вот мы сколько гуляли, вот таких не ели. Не ели нигде таких вкусных. Да. Все очень просто. Хорошее мясо, зелень, перчик. Тесто очень простое. А? Ледяная вода. Реально фантастика, обалденно. Готовьте. В общем, готовьте на здоровье. Будем прощаться. Призывать всех оставлять комментарии. Делиться нашим видео, если оно вам понравилось. Подписываться на наш канал. Да, поддерживайте нас. Нам очень приятно. До скорых Снимать встреч. ли нам дальше в таком формате Да. видео, пишите. Не тесно ли нам на нашей кухне? Мне лично очень Ну, мы не понравилось. развелись уже после снятия этого ролика, поэтому это уже успех. В общем, пока-пока. Пока.